Подготовка к ликвидации Виктора Орбана. Кто заказал венгерского премьер-министра? Будапешт заявляет о срыве спецоперации и аресте подозреваемого. Военные США на пороге России. Америка расширяет присутствие в Финляндии и странах Балтии. К чему готовится на фоне нестабильности в мире? Детали из Хельсинки. Президент призвал остановить войну. Путин, Трамп и Зеленский уже скоро сядут за стол переговоров. Мировая пресса раскрывает детали переговоров в Москве. При этом Китай и Бразилия публикуют срочное заявление и призывают к остановке войны по линии фронта. Москва намекает на примирение. Путин готов к личным переговорам. Зеленский теряет рейтинг. В Киеве озвучены причины, по которым украинцы отказываются ему доверять. Обсудим. Переброска войск в Беларусь. Минск принимает российскую технику и военных. Запад говорит о плацдарме для подготовки к возможному нападению на ЕС. Китай и РФ наносят удар по подлодке противника. Пекин представляет роботов-секретарей и официантов. А в Центральной Азии выплачены рекордные алименты. Речь о миллиарде. Детали досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Киллер для Орбана. В Венгрии сорвали планы по ликвидации премьер-министра страны. Задержан мужчина, который искал лучшего киллера для убийства главы правительства. Мужчину арестовали после того, как он разместил соответствующее объявление в Даркнете для исполнения заказа по ликвидации главы правительства. По данным прокуратуры, он предлагал щедрое вознаграждение в любой валюте, лишь бы нанять лучшего исполнителя для устранения Орбана. И при этом не скрывал своих намерений и четко указывал цель. Служба безопасности заявляет о том, что их реакция была молниеносной. Центры по борьбе с терроризмом, Национальное бюро расследований и прокуратура установили личность подозреваемого, задержали его и провели допрос. Желающий лишить Орбана жизни признал свою вину. По обоснованному подозрению, в июле 2025 года мужчина опубликовал на сайте публичное объявление, в котором заявил, что готов заплатить в венгерских форинтах или валюте другой страны за то, чтобы нанятый им человек, по его словам, лучший из возможных наемных убийц, убил премьер-министра Венгрии. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о подготовке убийства, и следственная прокуратура Будапешта ходатайствовала о его аресте. Подозреваемый дал признательные показания по делу. Кто задержан и какие у него мотивы, действовал он по собственному желанию или по велению спецслужб других государств, неясно. Америка на пороге России. США наращивают войска у границ РФ, Финляндии и Балтики. Именно Финляндия становится все более важным звеном военной стратегии США. Американские военные остаются в стране минимум до конца 2025 года. Учения, переброска техники, обучение солдат – все это уже началось, и масштабы растут с каждой неделей. На сайте Сил обороны Финляндии говорится, что Штаты лишь расширят свое присутствие здесь в течение ближайших 4 месяцев. С июля в Финляндию прибыли морпехи, которые уже участвуют в совместных тренировках с финской армией. Известно, что американские инструкторы обучают финских военных в Карельской бригаде работе с техникой США. Цель, как заявляется, четкая – построить боеспособную, отлаженную совместную армию на севере Европы. Финская Минобороны заявляет, это часть нового оборонного союза, а не временное присутствие. Соглашение Defense Cooperation Agreement, подписанное и вступившее в силу в прошлом году, открыло США все двери. Теперь Пентагон может свободно проводить тренировки, строить инфраструктуру и даже при необходимости перебрасывать силы по всей Финляндии. Переброска войск началась. Россия отправила первых военных в Беларусь, как заявляется, для начала совместных и масштабных учений «Запад-2025». В Минске заявляют, в Беларусь прибыл первый эшелон с военными РФ и техникой. В официальном заявлении военного ведомства РБ говорится, что в планах отработка, далее цитата, новых форм и способов применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов. Конец цитаты. Кроме того, в ведомстве Хренина уточняют, что особенностью проведения данного учения является маневренность развертывания войск. В ходе учения мы планируем отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов. Подобного рода учения проходят на регулярной основе с периодичностью в 2 года, попеременно на территории Республики Беларусь и Российской Федерации.
Учения стартуют в сентябре, они уже вызвали всем известную обеспокоенность в НАТО и странах Балтии, которые внимательно следят за ними, опасаясь, что эти учения могут стать плацдармом для возможной военной операции против Польши или стран Балтии. В МИД Литвы уже заявили, что Альянс будет анализировать масштабы и географию учений, чтобы определить адекватный ответ НАТО, в то время как президент Литвы Гитанас Науседа указал, что Запад-2025 будет в 2-3 раза меньше, чем учения 2021 года. В Беларуси же заявили, что нынешние учения решили провести подальше от границ, чтобы показать, что никаких планов по вторжению в другие государства у РФ и РБ нет. Напомню, что западные лидеры неоднократно акцентировали внимание на том, что аналогичные учения Минска и Москвы «Запад-2021», в которых участвовало около 200 тысяч военнослужащих, были этапом подготовки к началу большой войны, поскольку часть российских войск осталась в Беларуси и затем участвовала в наступлении на Украину. И, несомненно, одно из главных событий последних суток – это переговоры США и России. Мировая пресса пишет, это 5-я встреча Уиткофа с Путиным в этом году и следует за очевидным изменением подхода Трампа к войне. Американский президент изначально сосредотачивал давление на Зеленском, а после переключил свое внимание на Путина. Bloomberg уточняет, что настроение Трампа и отношение к Кремлю изменилось после того, как он увидел кадры разрушений в Украине после удара российским дроном. За 2 дня до истечения срока дедлайна Трампа переговоры в Москве были признаны успешными. У Путина заявили, что Трампу отправили сигналы. С нашей стороны, в частности по украинскому вопросу, были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа. Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы от президента Трампа, а Трампу еще о результатах этой встречи не доложено, поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Другой помощник Путина, Дмитриев, который в свое время летал на переговоры в США, написал, что диалог возобладает. Это цитата. К тому же на своей странице в соцсети X запостил флаги России, США и голубя с оливковой ветвью, будто намекая, что скоро настанет мир и примирение. Спасибо всем за добрые пожелания в связи с визитом Стива Уиткофа в Москву. Диалог возобладает. Каковы сигналы были отправлены Кремлем в Вашингтон и из Вашингтона в Кремль, четко не ясно. Ни одна из сторон официально не раскрыла полностью детали переговоров и договоренностей. При этом есть намеки. Bloomberg пишет, что Кремль мог предложить мораторий на авиаудары между Россией и Украиной, а Трамп повременит со вторичными санкциями. Трамп, выражающий все большее раздражение в связи с отсутствием прогресса в украинском вопросе, пригрозил ввести жесткие тарифы против стран, покупающих российские товары. Особенно давление оказывается на Индию, одного из крупнейших покупателей российской нефти наряду с Китаем. Кремль в ответ заявляет, что подобные угрозы незаконны. Неясно, что именно Россия могла бы предложить Уиткофу, чтобы избежать санкций Трампа. Интересно, но параллельно с переговорами в Москве в свое совместное заявление выпустили Китай и Бразилия. Те напомнили о своем мирном плане, который предполагает в частности остановку войны по линии фронта. Россия и Украина уже начали переговоры, что является важным шагом, и текущий момент стал поворотным в процессе урегулирования кризиса. Китай и Бразилия могут продолжать поддерживать связь и совместно способствовать тому, чтобы группа «Друзья мира» еще активнее собирала международную поддержку усилий по прекращению огня, примирению сторон и продвижению переговоров, играя более активную роль в политическом урегулировании кризиса. В Госдепе США еще до заявления Трампа о переговорах ответили так, предлагаю послушать. У Рубио, в частности, спросили, готова ли Америка ударить по России санкциями. Господин госсекретарь, вступят ли в силу санкции против России после встречи Уиткофа с президентом Путиным? Позже сегодня мы сделаем дополнительные заявления на эту тему. Мы это подтвердим. Посол Уиткоф сейчас возвращается. Я только что разговаривал с ним по телефону несколько минут назад. В течение дня у нас состоятся дополнительные обсуждения, и очень скоро последуют некоторые объявления. Возможно, положительные, возможно, нет. Посмотрим. В Киеве, говорят, Россия настроена на прекращение огня. Об этом рассказал Трамп, когда созвонился с Зеленским и канцлером Германии Мерцем, генсеком НАТО Рютте, вице-президентом США Джей Ди Венсом, госсекретарем Марко Рубио и Уиткофом. После этого разговора Зеленский призвал остановить войну. На дзвінку були
В телефонном разговоре принимали участие и европейские лидеры. Я признателен каждому за поддержку. Мы обговорили то, что звучало в Москве. Похоже, что Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает, но главное, чтобы они не обманули нас в деталях, не только нас, но и США. И мы предложили, чтобы в ближайшее время наши представители Украины и партнеров, наши советники по вопросам безопасности провели переговоры, чтобы обозначить нашу общую позицию и наш общий взгляд. Для нас, для Украины, это очень важно. Украина точно защитит свою независимость. Трамп же после череды всех этих заявлений написал о том, что был достигнут значительный прогресс. Далее прямая речь. Был достигнут значительный прогресс. После этого я проинформировал некоторых из наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу. Трамп собирается встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Об этом пишет New York Times. Издание уточняет, что именно это и было сказано как Зеленскому, так и тем, кто участвовал в созвоне. Fox News уточняет, что это Путин выразил желание встретиться с Трампом, а тот к такой встрече открыт. И уже после такой двусторонней встречи может состояться встреча Трампа, Зеленского и Путина. А что вы думаете, друзья, состоится или нет эта встреча? Станет ли план Трампа реальностью? Напишите свой ответ в комментариях. Попрошу также поддержать меня лайком и подпиской. Я в ответ говорю спасибо за все ваши отзывы. Оставайтесь со мной, а я продолжаю. После скандального законопроекта о НАБУ и САП рейтинг доверия к Зеленскому существенно просел. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Киевского международного института социологии. Сейчас ему доверяют 58% украинцев. Это самый низкий показатель с декабря 2024 года, когда рейтинг составлял 52%. После, как утверждает КМИС, рейтинг Зеленского пошел вверх. В мае этого года Зеленскому доверяли 74% украинских граждан, а потом резкий спад. Опрос стал первым масштабным исследованием общественного мнения после того, как Зеленский вызвал волну недовольства, решив подчинить антикоррупционные ведомства назначенному им генеральному прокурору. В конце июля тысячи украинцев вышли на протесты в Киеве и других городах, после чего власти были вынуждены отменить спорные меры. Причинами падения доверия стали в первую очередь коррупция, так считает 21% респондентов, и ведение войны, нежелание ее заканчивать, недостаточная подготовка к большой войне. Таких 20% опрошенных. В КМИС отмечают, что рейтинг начал снижаться еще до протестов, но именно акции явно ускорили этот процесс. Друзья, верите вы в эти данные или нет? Как всегда, жду вашего ответа под этим видео. Россия и Китай успешно отработали удар по вражескому флоту, в частности по подводной лодке. В Москве заявляют, что все происходило в рамках совместных учений с КНР «Морское взаимодействие-2025». Под конец маневров, которые проходили в Японском море, корабли ВМФ России и Китая провели тренировочный удар по условному судну противника. В частности, ведомство Белоусова сообщает, что Пекин и Москва очень слаженно обнаружили и условно уничтожили субмарину врага. К розыгрышу эпизода по поиску и уничтожению вражеской субмарины привлекались китайские противолодочные самолеты УАЙ-8, прибывшие с аэродрома базирования на территории КНР, и самолеты Ил-38 морской авиации ТОВ. Также в мероприятиях по поиску ПЛ были задействованы экипажи палубных вертолетов. В этом году маневры 11-е по счету прошли в преддверии запланированного на конец лета визита Путина в Китай. В последние годы взаимоотношения двух стран углубились. Пекин никогда не осуждал действия России в Украине, заявляя о своем нейтралитете и заявляя, что уважает украинскую территориальную целостность, подчеркивая при этом необходимость решения проблем безопасности Москвы. Рекордные алименты в Узбекистане. Мужчина решил досрочно выплатить экс-супруге алименты на содержание ребенка, то есть сразу на годы вперед, до его совершеннолетия. Сумма выплаты получилась внушительная, больше 1 миллиарда сумов, это почти $100 тысяч. Однако по информации Бюро принудительного исполнения судебных решений, алименщик сначала был должником. После профилактической беседы мужчина внезапно заявил, что готов рассчитаться раз и навсегда. Мать ребенка подтвердила, деньги от бывшего получены. В ведомстве отметили, что этот случай редкий пример ответственности и добросовестности, который может стать примером и для других.
Наука о шашлыке. В Китае появится институт изучения барбекю. Подобного в мире еще не существует. Территориально-образовательный центр, где научат всем нюансам приготовления мяса на открытом огне, будет находиться в городе Юэань. Именно в этом городе работает более 2000 заведений барбекю. Издание South China Morning Post пишет: ежегодно в НИИ барбекю хотят набирать от 50 до 100 студентов, выпускников школ и уже работающих в общепите специалистов. Учеба рассчитана на 3 года и предполагает 6-месячную стажировку. По амбициозному плану за 3 года планируется подготовить 1000 профессиональных мастеров барбекю. Долгое время индустрия барбекю недооценивалась. И сейчас, когда она получает признание, появляются разные мнения. Наша цель – развивать ее влияние через просвещение и продвижение. И уже на этой неделе в Пекине откроется первый в мире магазин, где можно купить или арендовать робота. Покупателям предлагают более 100 моделей. Некоторые из них внешне похожи на людей. Есть, например, гуманоиды-секретари, которые помогают пользователю переносить или разбирать документы. Желаете завести роботизированного домашнего питомца? Пожалуйста, также в магазине можно приобрести робота-баристу, который будет готовить ваш любимый кофе, или робота-музыканта, играющего на настоящей гитаре. Компания-производитель подчеркивает, всю чудо-технику можно арендовать. Пока что гуманоиды не всем по карману, стоимость таких моделей от $6000. Друзья, спасибо вам за просмотр и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.